семья понимает, что такого заработка, допустим, на месте я не найду. Его попросту нет. Это единственный вариант, чтобы содержать семью, да, и как-то вообще прожить. До апреля месяца доучился и бросил. Не пошел в 11-й. Поступил в ПТУ. ПТУ закончил. Все. На том и остановился. В техникум поступал, но тоже не пошел учиться. Быстрее работать. В армии служил в Монголии. Тоже УАЗик достался. Командира дивизии возил. В итоге у меня двигатель крякнул, я поставил туда от БТРа. Вот машина была классная. Вот она, блин, везла вообще капитально. Ну, когда заработал на заводе, там плохие времена настали. Под сокращение попал. И вот тут предложил друг Макс сюда пойти. Вот я согласился и пошел. Видишь, многие люди там, кто-то уже с десятилетиями работает по вахтам, удобнее. А мне как-то, я человек, что семейный мне. Были бы такая зарплата, платили бы в городе, я бы... Она мне нахрен не нужна, эта вахта, по сути. Конечно, хотелось бы, чтобы дома с семьей, но не получается такого. Нет у нас такой работы. Опа, опа. Сейчас картошку. Куда пошел? Ага, сейчас. Да, тут бы еще бы на охоту бы ездить, да? Козу бы какую-нибудь застрелил, да и все тут. Мясо бы нажарил полную сковороду. Погано хотя бы завалил. Вон вершину до Расуната ездили, ночью на охоту едем. Мясо настрелям, вечером лагман варим, мясо жарим, позы. Нормально, если похочется, козы 2-3. Зато на работу потом как зомби. Под утро приедешь, 2 часа поспишь, час. Дома ты меня редко когда поймашь.
здесь, да, своего рода как бы второй дом. Уже просто теряешься. Непонятно, где дом на самом деле. Она и так кровать родная, и эта кровать родная уже вместе с подушкой, как бы все. Сюда заезжаем на самом деле как домой. Все. Потому что Уже привычка полгода годами выработана. дома, и полгода ты на работе. Веселое детство было. Солями не баловались. Тоже Ой, баловались. капсулята берешь, я в школе-то делали. Пластилина раз в капсуль. Резинку к этому, к циркулю. А пол хлоп. Улитка была у кента, короче, такая морская вещь. Мы ее полную наебали дымом медвежьим. Наебали, натрамбовали. Бумажку эту, фитилек-то этот. Пошли там на ветру, блядь, поджигали, никто не под... Пятером сидели вокруг нее так. Вот она загорелась, резко успела. Как она ёбнула, у всех пятерых морды обгорели. Ни бровей, ни ресниц, вот так как шапки были. Ни бакенбардов, ни хуя нету. В школу пятером пришли. Нас училка, что с вами было-то? Мы печку топили. Что прямо в раз все? Нет, каждый дома. Вахтовый коллектив, как бы, они в основном живут дружно. Коллектив работать не будет, если будет какая-то ссора или еще какие-то неурядицы, он просто распадется. Раз опять сидишь, тишина такая, они же не слышат. Ну, по сути, да, это такая вторая семья. Вот так. Я же бурят, получается, и мы связаны с землей, как бы с родиной. Это для нас очень важно. Не каждый год, но нужно стараться там на родине побыть. У нас есть священные места, там приезжать нужно, там, поклоняться своим предкам, духам. Есть такая поговорка, если тут не так и там не так, то нужно, значит, съездить на родину, там, сделать там какой-то там обряд, то есть побыть там. Вы если сейчас разобрали, сняли его, вы сразу мотор, колесо. Да. Полностью. Ну, околотки мало. Потом второе мотор, колесо снимаем, меняем местами. Да. Вот так вот. Внук, он уже такой, блин, ходит, ворчит такой, но тоже интересный. Чаевник весь у меня, видать. А Лиса, она просто спокойная. А вот в этом году научил ее на двухколесном велосипеде ездить. Зять тоже по командировкам ездит. Он, получается, тоже уезжает на месяц, то приедет дня на 3.
Ой, сын у меня, я все время в делах, он все время со мной. Куда бы я ни поехал, я с тобой. Я с тобой. С самого раннего детства со мной везде в машине. Как родился, так и в машине у меня и вырос, можно сказать. Ну, конечно, он, когда разозлится что-нибудь на меня, быстрее ты бы уехал. А потом все равно подойдет и скажет: я не хочу. Вот когда на вахту начинает собираться, он говорит: нет, я не хочу, чтобы ты ехал. Не, ну, конечно, ты месяц дома, месяц тебя нет, конечно. Сейчас хорошо, хоть еще и связь. Раньше связи не было. Мы выезжали за 40 километров, чтобы позвонить раз в неделю. Выезжали, звонили. А сейчас через каждые 5 минут можно звонить. Вот зимой-то нет. Зимой нет. 15 дней ты не видишь его. Ну, получается, по то время, когда в ночь на снег Ну, ходишь. здесь во сколько? В 8, пол-9 оно выходит только, а мы уже в 7 здесь. Ой, Ну, в 7 утра. В 7 уже дома. Там, допустим, на базе, в комнате. Уснули к 8, оно еще не вышло. А заходит оно тоже в 6. Проснулись мы в 6, а его уже нет. И потом на 15-й день, когда пересменка, вот этот солнечный свет такой приятный, как красиво все вокруг. Снег белый, оказывается. Не знаю, как полярники живут. Шланга-то нет? О, есть. Комбинат закрылся, горнообогатительный. Ну, тоже карьер там был. Ну, как? Без него вся инфраструктура ко дну, как сказать, пошла. Ну и не перестал развиваться поселок. Возьми рудник, хозяин его с Москвы, с Новосибирска, с Питера, с Одессы, с Сочи. Местных нет никого. Рудники все не хозяева, не наши. Поэтому они не сельхозники, они чисто. Ну так же вот, ну, к примеру, возьми. Ты вот сейчас видишь, как мы здесь живем. Так бы мог также деньги, допустим, влаживать, чтобы мы здесь копались, рылись. Тебе без разницы, как мы здесь живем.
по моему мнению, выживает просто. Больницы, деревни видел сам какие. Ни больниц, ни школы уже. Школы закрывают. Народ уезжает. Самое кто может хотя бы до 4. Молодежь, которая. Будем работать, пока ноги ходят. И руки гнутся. Проблема-то тут одна. Безработица. Тут одни торгаши, купи да продай в городе. Все производства, какие были, все позакрывалось. Вот остался один завод вертолетный и там пару предприятий, которые еще дышат. Остальное все. Вот машзавод был у нас огромный. Развалили его, сейчас на месте его торговый центр сделали. Так, сам по себе-то край богатый. Можно много чего хорошего было бы здесь сделать. Денег нет, только никто не вкладывается.